Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня начинаю рубрику «Реликвия», или «Что есть у меня на пенсию». Рубрика будет состоять из 3 частей, 3 обзора, 3 старинок немецкой авиации в 48 масштабе фирмы Dragon. И начну я с модели Messerschmitt 262. Год выпуска 2010, но литники еще старше, аж 1989 года. Стоимость набора сейчас сказать не могу, набор давно снят с производства. А внутри коробки нас ждут инструкция, пакеты с литниками, фотоотравление и декаль, и резиновые покрышки колес. В наборе всего 9 литников, включая прозрачные детали. На первом фюзеляж самолета, обтекатели двигателя. Сами движки в наборе также имеются, так что вы можете повесить только обтекатели, а можно сделать двигатели открытыми. Если есть выбор, то это всегда хорошо. Messerschmitt 262 – первый в мире турбореактивный самолет. Во Вторую мировую войну использовался как истребитель, бомбардировщик и самолет-разведчик. Эксплуатировался всего год, с апреля 1944 года по апрель 1945. Выпущено было их немало – 1433 штуки. Данная модификация А1У4 называлась Pulkzerstörer – разрушитель строя. Вариант А1 с 50-мм пушкой МК-214А с 26 снарядами в носовой части. Для даты выпуска набора, напомню, что это 2010 год, качество отливок просто превосходное. Четкая внутренняя расшивка. Хорошо проработаны лючки. Есть клепка. Не сравнивал с фотографиями, если честно, пока, но в некоторых местах она имеется. Неплохо проработана и внутренняя часть фюзеляжа. Руль направления выполнен отдельной деталью, что тоже очень и очень хорошо. Про обтекатели уже говорил. Можно их поставить без двигателей, а можно двигатель без обтекателей. Это как пожелаете. Второй литник с крылом, стабилизатором, рулем направления, створками ниш шасси, дисками колес. Крыло разделено на 3 части. 2 верхние и 1 нижняя плоскость. Некоторые места проклепаны. Клепка вроде как внутренняя, но она ощущается на палец. Скорее всего, брачок производства. Движимые части крыла выполнены вместе с ним. Есть небольшой дефект, но удалить его сложности не составит. Стабилизатор отлит единой деталью с рулем высоты. Диски колес выполнены отдельными деталями, что очень даже прекрасно. Забегу вперед и скажу, что покрышки в наборе резиновые. Два одинаковых литника. Основные детали здесь это двигатели и пушка. На самолете устанавливается двигатель Junkers Yuma 004.
И это было основным недостатком этой машины. Тяга была низкая, требовался большой разбег при взлете, большой пробег при посадке, да и вообще двигатель был ненадежным и недоработанным. Но зато на модели при грамотной окраске выглядит он будет очень достойно. Ну, туда ему и дорога. Пушка. Это самая интересная часть в этой модификации 262-го. МК-214А, 50-мм. При ее размещении на самолете центр тяжести конструкции сместился, и поэтому в фюзеляж установили противовес. В модели пушка выполнена целиком, не только ствол. Но рассверлить его придется, ну, что в принципе несложно. Следующий литник. Со стойками шасси, воздухозаборниками, с креслом кабины пилота. Детализация модели, ну, очень достойная. Много деталей, есть неплохой интерьер, ниши шасси проработаны. Но опять же пушка целиком, двигатель целиком, ну брависсимо. Стойки шасси. Передних две, для двух вариантов. Одна не используется, ну и две основных. Проработано неплохо. Можно добавить проводку, если заморочиться, конечно. Много экземпляров есть в музеях мира, и фотографии найти проблем не составит. Кресло пилота сделано двумя деталями, и есть фототравленные ремни в комплекте, которые вид его улучшит однозначно. На данном литнике представлены из самого интересного – это приборная панель, сама кабина пилота и части двигателя. Приборную панель предполагается красить самому, так как индикаторов приборов в декалях нет, ну как это обычно везде делается. Но не беда, я нашел их отдельно и в конце ролика покажу. Ну а если кому хочется поработать кисточкой, то данная приборка это позволяет с великой радостью. Проработана она достойно. Мне ж жалко ее будет удалять. Литник с фигурами техников и даже лестница имеется. Итак, две фигуры персонала, обслуживающего технику. Туловище с ногами, руки отдельно. Как и головы. Лица страшные, если честно. Даже не страшные, а очень страшные. Угловатые. Лестница деревянная. Очень видно по имитации волокон дерева. Это я точно вам говорю. Маленький такой литничек. Это место в передней части фюзеляжа, куда устанавливается пушка. Литник с прозрачными деталями. Фонарь состоит из трех частей. Фонарь для окраски простой. Переплетов почти нет. Можно маски не искать. Но можно и поискать. Царапин и мутностей нет. Пойдет. Резиновые покрышки колес. Надписи есть. Ну, только шов посередине ножичком почикать. И всего делов-то. Небольшая плата с фототравлением. Как я понимаю, здесь детали для проработки ниш шасси. А я говорил, что детализация отличная. Есть и вторая плата еще. Здесь очень нужные вещи находятся.
И самое нужное — это привязные ремни. Но красить надо будет, а я буду менять. Такой немаленький лист с декалями. Вариант только один. 1.1. Опознавательные знаки и огромное количество технической информации. Минусов 2. Нет приборной панели, если она кому-то нужна, и нет опознавательных знаков на киль самолета. Даже в разрезанном виде нет. Надо будет искать. Инструкция цветная. Русского языка, естественно, нет, зато есть английский. И так сойдет. Обратите внимание на количество красок, которые нужны для окраски. На самом деле их половину можно удалить. Особенно если фигуры не использовать. Шаги сборки также имеются. Куда ж без них. Как-то все пока у меня в кучу сливается. Это я про шаги. Здесь надо изучать. Вариант окраски, как я уже и говорил, только один. По набору все. И что я еще нашел? А нашел я два набора 3D декалей от фирмы Quinta Studio. Есть одно но. Конкретно для модели Драгона декалей нет. Есть для Hobby Boss и есть для Tamiya. И они отличаются. На мой взгляд, для Драгона больше подходит тамиевская декаль. Ее я и оставлю. Посмотрю, как это будет на модели. В декалях есть и второй листик. Это ремни. Вот это вообще тема. Посмотрите разницу с неокрашенным фототравлением. Красота! А пока я снимал и клал звук, случилось чудо. Quinta Studio выпустил набор и для драгоновской модели. Чудеса случаются. И как вовремя же! И вот теперь вообще все идеально. Похоже же на правду. Похоже. И ремни также имеются. Великолепно. И на этой замечательной ноте на сегодня все. Еще два немецких самолета от Драгона будут в скором времени. Приобрести данный набор в нашем интернет-магазине Я Моделист вы не сможете. Но сможете приобрести много всего интересного и полезного для нашего увлекательного хобби. Оставляйте комментарии, спрашивайте что-нибудь. Всегда отвечу. Это я за радость. До скорой встречи. Ваш Я Моделист. И я, Виталий Новиков.